Как сделать черный чай из зеленой малины. Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу сделать черный чай из малины. Может, кому будет интересно. Покупаем чай в магазинах. И я думаю, может быть, попробовать самим сделать этот чай. Природа наша богата, огород у нас огромный, травка растет везде, полезная. Вот посмотрите, все зелено. Или да. Лопух возьмите, вот. Собрал. Лопух. Сорняк с сорняком. А из него сделать очень полезное лекарство можно. Потом покажу, как я сок выжимаю. Так вот, в интернете я нашел несколько способов, как сделать черный чай из зеленой малины. Для этого я вот кончики, вот такие веточки, буду срывать, собирать в ведерко и потом посмотрим, что из этого получится. Малина у нас разрослась, очень много ее. Надо ее тоже маленечко подчикать, поудалять. Вот так кончики мы пообрываем, верхушки пособираем. Надо где-то примерно, если в килограммах, то килограмм. Я не знаю, сколько это килограмм, в килограммах выйдет, посмотрим. Так, подщипываем. Домой приду и буду готовить, делать чай натуральный, свой, родненький, своими руками, да? Не привозной откуда-то, не пойми из чего сделанный. Вот так вот. Вот, натуральный. Из малины. Ну все, давайте. Соберу, домой приду и покажу. Вот посмотрите, сколько у нас малины. Вот как она разрослась у нас. Посмотрите. Какая плантация. Это сколько можно собрать чая, сделать. С этих кустов. Да. Буду собирать. Скажите, а кто бы отказался от натурального своего зеленого или черного чая, если была такая возможность? Друзья, скажите, а кто бы отказался от своего, своими руками приготовленного черного чая, а не покупного в магазине? Была бы такая возможность. Напишите в комментариях. Итак, пришел домой. Сейчас буду раскладывать сорванные листья малины для чая на подвяливание до завтрашнего утра, может быть до обеда.
Сейчас хочу взвесить, сколько я собрал листьев. Еще хочу показать. Вот 18:37 сегодня, пятница, 22 июля. Итак, сейчас мы взвесим, сколько же листьев получилось. Хотел килограмм собрать. Ладно, по 100 грамм будем взвешивать. Пожалуйста. Это высыпаем. Сколько будет расход? Сколько грамм чая получится при весе сырой листьев малины? Вот, итого получается у меня 100, 200, 300, 400, 500, 600 грамм ровно. Обнуляем и выключаем. Шесть кучек по 100 грамм. Вот мы собрали 600 грамм листьев малины. Верхушек. Как раз для чая вот эта верхушка как раз подходит. Вот верхний лист и первые листочки, которые с макушки идут, вот они. Разложим и пусть подвяливает. Это будет чай, Степа. Да, зимой будем чай пить. Так равномерно будем складывать. Не падай. Итак, завтра увидимся. Ну что, наступил следующий день. И время у нас 11:12. Сейчас будем смотреть, что с нашей малиной произошло. Как она завялилась. Листочки не сухие, еще влажные, но уже чувствуется, подвялились хорошо. Теперь вот это все хозяйство надо перекручивать. Вот они какие хорошенькие. Будем перекручивать. Это будет чай у нас. Перекрутим, чтобы сок из листьев весь вышел. Чтобы не осталось. Так, листочки помнем, поломаем. Это называется ферментирование. Ты видел, какая это муха была? Так, вот помнем их. Это пахнет. А? Это пахнет. Пахнет? Чувствуешь, да? И запах меняется, да? Да. Да. Это будет наш чай.
Запах идет, да. Интересный запах. Слышно, как листочки хрустят, сок выделяется. И будет у нас черный малиновый чай. Вкусняшка. Вот. Вот так вот. Хорошенько, да, Степа? Можно, конечно, через мясорубку пропустить. Через мясорубку пропустить, он будет гранулированный. А какую уже? Какую уже сделала? Но через мясорубку это значит взаимодействие с металлом. Мне не хочется этого. Да? Какую серию? И вот так вот в таком состоянии, такой комочек мы оставляем еще 1,5-2 часа, чтобы он до конца вот, сок вышел из него. Итак, время пришло. Время сейчас 12:21. Как раз готово все. Смотрите, какой приобрел цвет чай. Он уже почернел. Теперь надо высушить при температуре 120 градусов примерно 10-15 минут. Высушить, быстро высушить. Перекладываем все на противень. Аккуратненько. Все это разровняем.
Вот так вот равномерно. И в духовочку минут на 10-15. Так. Так. Градусов примерно вот так поставим. Обязательно повыше поставить надо. Все. Поставим таймер минут на 14. Все. Таймер у меня сейчас прозвонит. И открываем. И смотрим, что у нас тут получилось. Все. Готово. Теперь надо вытащить. Вот она. Вытащим и посушим. Пускай вытащим и остудим. Вот так. Сейчас положу на противень. Все, чай мы в духовочке посушили. Теперь он должен остыть. Остынет. Посмотрим. Скорее всего, надо будет еще маленечко в духовочке подержать. Влага еще не вся выпарилась. Поставлю я еще раз в духовочку минут на 5. Еще в духовочку поставим. Пускай досушивается. Вот, минут на 5. Все нормально? Нормально. Таймер на 5 минут. Все, отсчет пошел. Все, время. Опа, открываем. Что у нас тут? Все, практически достаточно. Все, теперь можно положить в баночки. Вон как они похрустывают, высохли. И пить чай длинными вечерами, длинными зимними вечерами.